Привет! Сегодня, находясь на море, в умиротворении, я хочу рассказать, как началось мое 24 февраля, что со мной было, как я все это переживала, потому что многие просили это видео. Видео есть. Я сегодня с ноутбуком буду немножко подглядывать хронологию событий, потому что все это как бы выкидываешь из головы. Пришлось снова порыться в памяти, в архивах, пересмотреть фото, видео и вспомнить, как все это было. Видео будет далеко не оптимистичным, видео будет тяжелым, по крайней мере для меня. Поэтому тот, кто ждет какого-то оптимизма в этом видео, его точно здесь не будет. Поэтому, чтобы не портить вам настроение, лучше не смотрите. Тот, кто действительно хочет знать, как все это пережила я и моя семья, смотрите дальше. У меня сохранились кое-какие фото и видео с этого периода, поэтому мой монолог будет разбавлен разнообразными фото и видео, правда, в вертикальном положении, не в горизонтальном. Но тем не менее, я надеюсь, что эта страшная страница в моей жизни закрыта навсегда. Я в последний раз вспомню все это в деталях и надеюсь, что благополучно забуду, потому что мне продолжают сниться страшные сны, и самый отвратительнейший звук в моей жизни – это звук разорвавшегося рядом града. Мое 24 февраля началось в 4 утра. Я проснулась от звуков взрывов. Я сразу же зашла в чаты, начала читать, что случилось, поняла, что случилось, но паники у меня никакой не было. Я проснулась потихонечку, собралась, поработала и пару часов, поехала в магазин за продуктами, ужаснулась сумасшедшей очереди на кассах, на банкоматах тоже были сумасшедшие очереди, но я стояла, полдня пришлось отстоять, чтобы снять деньги с карты. И такая же ситуация была и на заправках. Коллапс. Пипец. У меня слов нет. Из-за очереди на заправку я просто не могу проехать в магазин. Трэш какой-то творится вообще, все в панике. 27 февраля. Цены в супермаркетах на продукты растут, хлеб продают по бешеным ценам. Очереди на заправку все такие же, как и вчера, как и позавчера. Сейчас посмотрим цены на бензин. Второго марта отключают связь и электричество. Мы с Тимой в квартире спим уже на полу в коридоре, потому что летают уже где-то рядом. Четвертого марта мы пришли с Тимой в дом к моим родителям, потому что вместе все-таки веселее. Звуки очень страшные, но мы все еще не понимаем, что нас ждет.
5 марта мы уже все спим на полу. Я, Тима, папа, мой брат, мама. Потому что на 2-м этаже уже очень опасно находиться. 6 марта на нашу улицу прилетел град. У нас в доме разбито 3 окна. Папа в этот момент был на улице, он успел лечь на пол. Мама с Тимой были на кухне на полу, и Тёма тоже на полу лежал, а я была в туалете. И после этого вы не представляете, как мне страшно было ходить в туалет. И в этот же день, 6 марта, у нас отключили газ. И вот с этого момента началось веселье. Вода у нас техническая закончилась, поэтому топили снег. Хорошо, что хоть тогда снег шел. С одной стороны это плюс, с другой стороны минус. Как бы было холодно, но была техническая вода. И еду пришлось всю вынести на холод, она так дольше сохранилась. Если бы было тепло, еда бы сразу вся испортилась. На веранде отопления нет, поэтому здесь прохладно, и мы здесь храним еду, чтобы она не пропадала. Такое самое, то, что вот требует холода, выносим на улицу. Нашли старые аккумуляторы. Заряжаем пауэрбэнки, фонарики. Телефоны вообще отключаем, пока они не нужны, просто как кирпичи, ни связи нет, ни интернета, вообще ничего. Сегодня выпал снег, мы собираем снег. И топим. Что? Электрочайник. Угу. О, еще какая-то есть, да? Под воду. Вчера принесли дров, еще снега не было, успели их порубить, сортировать. Тима нашел где-то тюльпаны. Не знаю, где в такое время можно найти тюльпаны. Я у него потом расспрошу. Сегодня 8 марта, все-таки как-никак. Красота. За этим столом проходили наши вечера. Мы играли в лото и карты под звуки разорвавшихся снарядов. Мама готовила вкусные ужины, а Тима шутил, что до войны так вкусно не ел, как сейчас. На ужине мы пользовались фонарем, который днем заряжался от солнца. У нас также были фонарики, но батарейки мы очень экономили. Кухонное окно и стены закрыты чем только можно. Коробками с твердым мылом, книгами и так далее, чтобы это хоть как-то могло сдержать осколки. Сейчас я нахожусь в доме. В доме выбито 3 окна. С одной стороны. Мы заклеили их скотчем, чтобы хоть как-то сохранялось тепло. Спим мы шестером в одной комнате, чтобы было не так холодно. На улице по ночам сейчас -5. Над головами свистят снаряды. Я даже не знаю, что сказать. Окна просто максимально заставили столами, книгами, чтобы хоть как-то все это сдержало снаряды. На улицах лежат трупы. Питьевую воду уже нигде не найдешь.
У нас осталось немного питьевой воды. Хорошо, есть немного технической, которую набирали с-под крана, когда вода еще была. Ее мы будем кипятить и пить. Сейчас на улице выпал снежок. Сейчас пойдем собирать снег и топить его. На какие-то хоть технические нужды. Очень ждем, когда все это закончится быстрее. Готовим пока на газовых баллонах, пока они есть. Днем сейчас будем разжигать костер. Пока вот так. Ночь с 9 на 10 марта была очень страшная. Меня трусило так, что даже успокоительные не помогали. Я сказала себе, что если я доживу до утра, я пойду в подвал, потому что в доме находиться было уже очень страшно. В итоге утром, проснувшись, я говорю всем, что нам как бы нужно что-то делать, нужно уходить в подвал. Меня никто не слышит, меня никто не слушает. И в итоге в 2 часа дня в метре от дома прилетает мина. И вот тогда-то все уже и поняли, что нужно убегать. Тогда наш район очень сильно накрывало, и мы дождались, пока хоть немножечко стихнет, прыгнули в машину и поехали селиться в подвал, в Тимину 5-этажку. В подвале очень пыльно, то более-менее безопасно и теплее, чем в квартире, потому что окна выбиты там. Так мы спим. Сегодня 12 марта. Мы все еще ночуем в подвалах. В квартиру подниматься теперь уже совсем страшно, потому что бахают, стреляют уже совсем близко. Окна сегодня выбило еще и на кухне. То есть в квартире сейчас минус, в подвале теплее. Спим мы на одеялах возле стекловаты. Стекловата наш сосед. Людей сегодня в подвале в 2 раза больше. В квартиру подниматься очень страшно, готовить еду. Пока газовые баллончики есть, небольшие, и печечка, пока готовим на них. А в квартире очень страшно находиться. Стекла выбиты, очень холодно. Поэтому завтра, наверное, спустим еду сюда и будем готовить уже здесь. Вода питьевая заканчивается. Как-то так. Сегодня 13 марта. Лупят еще сильней.
прям очень близко в соседние дома. Сидим в подвале, уже практически не выходим. Только бегаем в квартиру за едой. Деликатес у нас сейчас это сухая мивина. Идем. Сереж, заходи. 14 марта наши машины с Тимой сгорели. Поэтому, как бы нам не хотелось выезжать, нам просто было не на чем. Обалдеть. Когда даже перебегаешь, Там тоже нет. Там вот аромакава, ларек. Есть он там или нет, еще уже неизвестно. Да, вот а такой. он что, спасет? Нет. А он сдует его. Вот автомат, а то не так. А кто Да, тогда? 107 прикрытие, я пойду как раз по дворам. А не Смотри по людям. Ну и я, получается, оттуда... А ты тебе И куда? прямо. Тебе прямо? Да. туда? Все работает. Техника хуярит, да? Перемещает. 19 марта, проснувшись в подвале, Тима с папой собрались идти за водой. Так как дождевую воду мы уже допили, нужна была уже срочно вода. А ближайший источник находился в 3 километрах от нас. Это источник, который бил из-под земли. Но идти туда было опасно, потому что тогда было много снайперов, которые просто так стреляли по людям. Собрались они выходить, как тут в подвал заходит папа Тимы. Я не могу объяснить нашу радость. Мы безумно обрадовались. Мы собрались очень быстро, и Тима все, что успел с собой взять, это вот этот ноутбук, планшет, документы, естественно, пару носков и трусы. Все, больше он ничего не взял. Все его вещи сгорели в квартире. Машина стояла в соседнем дворе, потому что папа Тимы не мог заехать в наш двор. Было много поваленных деревьев, стекла. И, в общем-то, мы, когда бежали до машины, эти несколько минут казались просто вечностью. Бежали мертвые люди, и просто было безумно страшно оказаться среди них. В общем, мы добежали до машины, проехали в более безопасный район города, проехали блокпосты. Сегодня 19 марта, и у нас наконец-то получилось вырваться из города. Город полностью разрушен. Ничего целого не осталось. И оказались в безопасном месте у Тимы дома, у его родителей. Я вам покажу небольшой кусочек нашей встречи с его родителями, потому что его мама не знала, что с нами происходит. Это очень эмоциональное видео. Маленький кусочек я вам покажу. Господи! Господи, спасибо! И в завершение хочу сказать, что самая большая ценность – это жизнь. Кто бы что ни говорил, и живите, любите, и делайте, что хотите. Потому что жизнь одна, и ее нужно очень-очень ценить. И я это поняла только после всего пережитого. Буду очень благодарна и рада, если вы подпишетесь на мой канал, оставите комментарий, только не злой. Злые комментарии я не люблю. Только что-нибудь хорошее, светлое, искреннее.
пожелание чего-нибудь хорошего. Это очень поднимает настроение и помогает жить и снимать и показывать вам свою жизнь и Мариуполь.